Всем привет! В этом видео мы отправимся с вами в Мармарис. Это популярный курорт и порт на юго-западе Турции. Мармарис расположился в живописнейшей бухте с островами в окружении шикарнейших гор, которые покрыты сосновыми лесами. Для начала немного сухих фактов. Мармарис является крупнейшим центром парусного спорта. Сотни яхт всех размеров, от маленьких до больших, посещают бухту города и становятся здесь на стоянку. Вот посмотрите, тут целый флот покачивается на волнах, прямо напротив огромной набережной. Тысячи туристов ежегодно приезжают сюда отдыхать. Город заточен под отельный отдых, и большая часть населения города занята в туристическом бизнесе. Набережная города, по сути, представляет собой пляж с зонтами, шезлонгами, пешеходной зоной, на которой располагаются бары и рестораны. Это не самое интересное, что здесь можно посмотреть, поэтому в первую очередь мы отправимся посмотреть на главные достопримечательности города. Это амфитеатр и старый город. Ну и, конечно же, крепость. Здесь, друзья, мы вышли к амфитеатру. И он, походу, закрыт, как назло. Ну, хотя бы через заборчик посмотрим. Ну, хотя бы так посмотреть на амфитеатр. Я их обожаю. В Турции их много сохранилось. Этот, по-моему, датируется 4-5 веком до нашей эры. Сохранился до наших дней, но очень сильно пострадал. В 70-х годах его отреставрировали. И с тех пор вот он выглядит презентабельно. Мы потихоньку перемещаемся с вами в старый город и направляемся к главной достопримечательности – крепости Мармариса. Старый город расположился на невысоком холме рядом с крепостью. В отличие от оживленной набережной с толпами туристов, здесь совсем иная атмосфера. Старые, аутентичные улицы с каменными домами в греческом стиле, выбеленными в белый цвет, переносят из современной жизни в стародавние времена. По наличию амфитеатра в городе вы уже наверняка догадались, что свою историю город ведет с античных времен. Изначально на месте Мармариса был античный город Фискос. Через него проходили торговые пути из Египта, Родоса и Анатолии. На протяжении веков город успел побывать в составе различных империй – Александра Македонского, Византийской империи, Римской, и потом уже был захвачен османами и присоединен к Османской империи. В 1522 году по приказу султана Сулеймана Великолепного была построена крепость, и город был переименован в Мармарис. Вот уже и крепость показалась, давайте заглянем на нее. Крепость внутри совсем небольшая. Ну, как по мне, достаточно симпатичная. Внутри приятно находиться.
Вот такой потрясающий вид сверху с крепости открывается на город. Султан Сулейман Великолепный также переименовал город в Мармарис, что в переводе с греческого означает «сияющий, блистающий». Но существует и другая версия происхождения названия города. Согласно легенде, когда султан Сулейман Великолепный в первый раз увидел крепость, она ему совершенно не понравилась, и он на эмоциях воскликнул «Мемары ас», что означает «повесить архитектора», «повесить зодчего». А чем она ему так не понравилась, не могу сказать. Правдивая ли легенда или вымысел, тоже не могу сказать, но если правда, архитектора, безусловно, жалко. На территории крепости располагается небольшой музей, в котором для обозрения выставлены различные древности. Можно посмотреть на амфоры, скорее всего, поднятые со дна моря, посмотреть на предметы быта людей тех времен, на старинные монеты, какие-то изделия из бронзы, а также на скульптуры. Большого внимания на экспонатах я заострять не буду, а то тем, кто надумает посетить музей, потом уже будет неинтересно. Посмотрите своими глазами. Мне, в отличие от султана, крепость очень понравилась, особенно виды, которые открываются с нее. Вход в крепость платный, но если вы обладатель музейной карты, для вас вход свободный по этой карте. Ну а мы с вами возвращаемся в старый город, чтобы еще немного пройтись по этим прекрасным улицам. Но сперва сделаем небольшую паузу, чтобы вы могли полюбоваться на этих роскошных турецких котов и поставить лайк этому видео. Улицы старого города произвели на меня самое положительное впечатление. Мне хотелось возвращаться в эту часть Мармариса снова и снова. Главную улицу старого города местные жители назвали Санторини, в честь одноименного острова в Греции. Почему так назвали, не знаю. Возможно, потому что эти узкие, извилистые улицы и архитектура кому-то очень напоминали этот остров. К сожалению, исторической части Мармариса не так много. В 1957 году землетрясение уничтожило значительную часть зданий в городе, и сейчас по большей части Мармарис — это заново отстроенный город. Представляете, вот здесь люди живут, на этих улицах, с этими подъемами, ступеньками. Такой ты живешь вот в таком вот доме, пожалуйста. И вот у тебя такая вот узкая улица. Все соседи по-любому друг друга знают, тесно дружат, общаются. Мне кажется, это очень круто. Фотосъемка только для посетителей ресторана. Я не посетитель ресторана, но добрый дядя мне разрешил снять панораму. Какая красота с таким видом посидеть. Вечером старые улицы города очень романтичные. Приятно пройтись. Здравствуйте, кот. Кайф просто. Очень крутая локация, крутой райончик. Обожаю такую старину. Тут мы выходим с вами на небольшой базарчик со всякими занятными вещицами. Вообще на набережной старого города располагаются всякие интересные заведения, лавки и магазины. Мне нравится, как турки подходят к дизайну в таких местах. Очень красиво и необычно, как по мне. Я бы разделил набережную Мармариса на две части – спокойную и шумную тусовочную. Спокойная часть находится в стороне старого города. Тут рядом с крепостью в основном располагаются рестораны и кафе, и обстановка не напрягающая. Тут, кстати, могу посоветовать ресторан под названием Oh Yes. Очень вкусно готовят. Если же идти в сторону Ичмелера, то ближе к середине набережной и дальше уже начинается тусня. В барах танцуют люди, проводятся всякие конкурсы, во всех заведениях на полную играет музыка. Причем в каждом своя. Если вы любите такую движуху, вам сюда. Если же вы любите обстановку поспокойнее, я бы порекомендовал выбирать отель подальше от набережной, потому что до часу ночи вы уснуть точно не сможете. Либо же как альтернативу можно рассмотреть Ичмелер. Туда мы с вами сейчас и направимся. Ичмелер — это небольшой курортный городок, который находится совсем рядом с Мармарисом.
Из Мармариса можно очень быстро доехать на маршрутке, либо же, если вы располагаете временем, дойти пешком. Набережная Мармариса плавно перетекает в Ичмелер. Ичмелер расположился среди живописнейших гор, и пейзажи тут очень необычные. С одной стороны поселка горы покрыты хвойными лесами, а с другой стороны просто марсианские пейзажи. Хотя всего пару лет назад и тут были леса, но случился страшный пожар, и вся гора выгорела, и сейчас выглядит вот так. Ичмелер находится совсем рядом с Мармарисом. Добраться сюда можно на Долмуще. Дорога занимает, минут 10, наверное, от силы из центра, да, смотря с какой точки ехать. Он гораздо спокойнее, чем Мармарис. Мне кажется, для семейного отдыха с детьми он подойдет больше, да. Мармарис, он все-таки такой тусовочный. Ночью на набережной там происходит просто вакханалия. А здесь для семейного, спокойного, размеренного отдыха, мне кажется, вообще идеально. Как люди отдыхают, вся инфраструктура здесь есть, конечно же. Душевые, кабинки для переодевания. Приходи, отдыхай, балдей. Все для твоего комфорта. В Мармарисе и Ичмелере много пляжей, но, как по мне, вода не везде чистая. В городе есть пара каналов, по которым вода стекает с гор и впадает в море, рядом с некоторыми из пляжей. Один из таких каналов я показывал минуту назад. Самая чистая вода, как мне кажется, между Мармарисом и Ичмелером, подальше от каналов, либо на пляжах за городом. Но мы сейчас с вами направимся немного за Ичмелер, на обзорную площадку со скалой, и посмотрим на красоту, которая открывается оттуда. Вообще, местная природа – это то, ради чего стоит сюда ехать. Вот такая красота открывается с этой площадки. Виды, мое почтение просто. А с другой стороны этой скалы открывается вид на открытое море с такими пейзажами. Как же это красиво, я не могу. As I'm running through this jungle, I see faces. I'm looking back at you, but you won't stop chasing. Don't make me look back no more. No rearview mirrors here. I'm about to fall if I run through all these barriers. Вот это, конечно, заморочились. Такую пиратскую, туристическую, я не знаю, что это, баржа, корабль, голландец, летучий, певучий, отстроили. В Мармарисе можно найти все развлечения, типичные для морских курортов. Например, экскурсии на кораблях, где вас вывозят на весь день, делают несколько остановок, можно поплавать, возят на остров Клеопатры, например, либо ближайшие острова и достопримечательные места. Можно попробовать понырять с аквалангом, либо же полетать на таком вот парашюте, привязанном к катеру. В целом, здесь есть все, что нужно для отдыха. Цены в заведениях Мармариса, конечно, тут немного кусачие. Они ориентированы на европейцев, которые в основной массе посещают Мармарис и Ичмелер. Но можно найти варианты на любой бюджет. Единственный момент, что не во всех заведениях
качество сервиса и блюд, например, если это какое-то кафе либо ресторан, отвечает ценам, которые за них просят. Поэтому читайте отзывы перед тем, как куда-то пойти. Мне лично Мармарис понравился. Природа — это что-то с чем-то, есть на что посмотреть. Если вы ищете качественный курорт в Турции, Мармарис отвечает всем требованиям. На этом я буду заканчивать видео. Если вам понравилось, не забудьте поставить ему лайк, оставить комментарий и подписаться на канал. Мне будет приятна ваша обратная связь. До скорых встреч!